Привет, привет всем любителям геометрии. Обалденная задача, как говорят школьники. И обалденным будет решение. Что дано? Дан четырехугольник АБЦД, у которого углы Б и Д прямые, а стороны АД и СД равны между собой. Известна сумма длин сторон АБ и БЦ. Она равна 6, и нужно найти площадь этого четырехугольника. Делайте стоп, попробуйте сами решить эту задачу, а мы покажем два способа решения – алгебраический и геометрический. Но вначале пару слов хочу сказать про то, как решают иногда школьники, малообразованные математически, эту задачу. Они рассматривают всякие частные случаи четырехугольника и говорят, что не сказано по условию, что АБ и БЦ не равны между собой, а давайте возьмем их по троечке. Проведем диагональ АС и найдем площади двух прямоугольных треугольников. Ну, кто-то берет BC двойкой, а B четверкой и делает то же самое. Но это не математические решения, они такие не будут засчитаны, поскольку математически задача звучит так, что независимо от длин сторон АБ и BC, а только зная сумму АБ и BC, можно всегда найти однозначно площадь этого четырехугольника. Вот это число 6 задает сразу площадь четырехугольника, что невероятно. Итак, метод 1 алгебраический. Метод 1 алгебраический. Ну, примем BC за x, тогда АБ будет 6 минус x. Проведем нашу диагональку АС и по теореме Пифагора найдем АС. Это все просто. Это корень квадратный из АБ в квадрате плюс БС в квадрате. Пишу для иностранных пользователей, они просят подробно. Мы получим 6 минус х в квадрате плюс х в квадрате под корнем. И что там получается у нас? 36 минус 12х плюс х в квадрате плюс х в квадрате. Вот и получается у нас, что длина этой диагонали 2х в квадрате минус 12х плюс 36. Ну да, так угрожающе выглядит. 2х в квадрате минус 12х плюс 36. А теперь из второго треугольника АДЦ, приняв, скажем, АД и СД за Т, мы получим, что t в квадрате плюс t в квадрате по теореме Пифагора равна АС в квадрате. А АС в квадрате – это 2х в квадрате минус 12х плюс 36. 2t в квадрате равно правой части. Делим на 2 обе части и получаем х в квадрате минус 6х плюс 18. Ну, откуда t равно корню из этого выражения? Х в квадрате минус 6х плюс 18. Я здесь запишу, пока чистая алгебра какая-то идет. Даже непонятно, куда мы движемся и к чему придем. Площадь этого четырехугольника будем искать как сумму площадей двух треугольников АБЦ и АДЦ. То есть площадь нашего четырехугольника АБЦД это S1 плюс S2. Как найти площадь S1? Это половина произведения катетов, верно? АБ на БЦ пополам. Ну, а здесь будет АД на ДЦ пополам. Есть. Ну что, давайте запишем. Значит, 6 минус х умноженное на х пополам плюс корень из х в квадрате минус 6х плюс 18 на такой же корень из х в квадрате минус 6х плюс 18, деленное на 2. Что дальше получается? Получается 6х минус х в квадрате. Здесь корень на корень исчезнет. Получится плюс х в квадрате минус 6х плюс 18. Ну и все деленное на 2. Знаменатель-то общий, правильно? Сложили числители. И здесь возникает удивительная вещь. Х исчезает. Остается 18 разделить на 2, и это 9. Оказывается, ответ 9. Площадь этого четырехугольника равна 9.
И не зависит от конкретных длин сторон BC и AB. Ну что ж, метод 2 будет еще красивее. Метод 2 геометрический. ABCD четырехугольник, сумма длин сторон которого AB и BC равна 6, AB плюс BC равна 6, я постараюсь разбить на две фигуры, на две части, так, чтобы из них можно было сложить что-то хорошее. Вот проведу перпендикуляр ДК, получу прямоугольный треугольник. Я поверну его, это треугольник АКД, около точки D, вот так вот, на 90 градусов по часовой стрелке, около вершины D. Посмотрите, что получится красивое, куда он придет. Он придет вот сюда, и у нас сложится квадрат. Вот обозначу эту вершинку точкой М и скажу, что вот эта сторона придет вот сюда, будет равна этой стороне. Эта сторона будет равна вот этой стороне. Вот этот уголок синенький совпадет с вот этим синеньким уголком. Попутно отмечу, что нижний синенький, вот этот верхний розовый, в сумме дают 180. Это верхний синенький и тот розовый дают 180. Значит, все у нас красиво, правильно. BCM – это развернутый угол. Ну, а теперь нужно искать площадь этого четырехугольника КБМД, который является квадратом. Итак, почему же это квадрат? Во-первых, есть три прямых угла. Четвертый угол прямой – это уже прямоугольник, но соседние стороны КД и МД равны между собой. Поэтому жирным красным я и запишу самое главное, что К БМД – это квадрат. И что интересно, что площадь нашего четырехугольника АБЦД будет равна площади этого квадрата. О, нарисую знак квадратика. А как найти площадь этого квадратика? Нужно посмотреть на то, что дано. Вот я специально, как для первоклассника, сейчас при помощи цвета выделю отрезки. Вот КБ зеленый, АК синий и БЦ красный отрезок. Ну и сумма этих отрезков равна, понятное дело, 6. То есть АК плюс КБ плюс БЦ равно по условию 6. Но отрезок АК равен отрезку СМ. Я там тоже синеньким цветом обозначу. Вот этот синий отрезок. Отсюда следует, что КБ плюс БЦ плюс СМ, то есть зеленый, красный и синий, уже верхний теперь отрезок, то есть КБ плюс БЦ плюс СМ тоже равно 6. Но КБ плюс БМ – это сумма двух соседних сторон квадрата КБ плюс БМ равная 6. Откуда следует, что сторона квадрата равна 3, ведь КБ и БМ равны между собой. Ну все, мы нашли длину стороны квадрата. Оказывается, что это тройка, ну а площадь квадратика будет 3 в квадрате 9. Вот такое замечательное, как мне кажется, решение. Присылайте свои решения. Если вам понравился ролик, конечно, поставьте лайк, давайте бороться, немножко помогать каналу против алгоритмов Ютуба, а то смотришь 5000 просмотров, 150 лайков. Как это возможно? Это невозможно. Понятно, что большинству задач нравится, конечно, и нравится наш канал. Не засчитывает, скорее всего, лайки наш YouTube, но ничего с этим поделать нельзя. Надеюсь только на вас. Пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков.